Впуск масла, нагнетающая часть, выход и канал на двигатель, дополнительный масляный канал на вспомогательный агрегат. Здесь стоит вот такая вот пружина. Вот этот вот корпус прижимает максимально к этой точке. В заглушенном состоянии насос имеет максимальную производительность. Когда двигатель запускается, вот в этой части масло начинает давить на корпус, пытаясь продвинуть корпус в обратную сторону. С другой стороны, пружина на низких оборотах, когда давление масла небольшое, маслонасос имеет максимальную свою производительность. Как только обороты увеличиваются производительность, корпус от давления перемещается, производительность падает и выходит на нужный уровень. В системе присутствует дополнительно электромагнитный клапан. Вот они, его два канала, посадочное место. И он соединяет между собой напорную магистраль и вот эту вот полость в районе неподвижной части маслонасоса. Когда открывается электромагнитный клапан и соединяет эти два канала, вот эта полость заполняется маслом и оказывает дополнительное усилие на пружину, принудительно изменяя его производительность в меньшую сторону. А на высоких оборотах огромная производительность уже не нужна. Все зависит от прошивки управления. Кстати, в системе все равно присутствует редукционный клапан, вот он шарик, и избыток масла он сбрасывает непосредственно в квартер двигателя.